Добрый день. Сегодня я вам хочу рассказать об одной еще проблеме пчеловодства, проблеме зимовки пчел. Ну, не у всех такая проблема есть, но у многих пчеловодов есть такие сложности. Это проблема синичек, борьба с синичками. Значит, я в свое время тоже боролся разными способами и не совсем гуманными. Но в какой-то момент я понял, что это все нехорошо, природу надо сохранять, и с синичками бороться не надо, их лучше подкармливать зимой. А вот для того, чтобы обезопасить своих пчелок, ну, я видел видеоролики различные о том, как сделать защиту при помощи верандочек. Ну, я изготовил свою конструкцию. Она очень похожа на то, что есть в интернете, но со своими какими-то особенностями. Хочу этим изделием с вами поделиться. Может, кому-то будет полезным. Значит, что собой представляет такая верандочка? Вот я подойду ближе, чтобы ее рассмотреть. Значит, вот это у меня строительные отходы. Вот, это вагонка, деревянная вагонка. Вот. Можно из любого материала, сосны, липы, там из другого материала. Вот. Ну, опять же, я говорю, это просто обычные отходы, тут просто кусочки. Значит, размеры этой верандочки, это все тоже условно. Значит, основной размер по длине, это размер литка, вашего литка. Верандочка должна быть чуть-чуть больше вашего литка. Если литок по длине сантиметров 20, ну, можно 22, 23, 25 сантиметров сделать длины, вот, чтобы был проем этот. Вверх, ну, не знаю, сантиметров 12-15. Этого будет достаточно. Ну и сверху такая крышечка. Это все собрано шурупами. Вот здесь сбоку шурупы. Особых каких-то материалов не надо, особых приспособлений не надо. Вот. Теперь, ну, такой нюанс. Вставляется сюда стекло. Для того, чтобы вставить стекло, здесь сделать прорези. Прорези, ну, делаются, я делал сверлом, насверливал несколько отверстий. Потом стаместкой делал выборку, ножом чуть-чуть, вот, расширял. Ну, можно, наверное, какой-то фрезой вырезать. Если у кого-то есть инструменты получше, можно там другими инструментами. Важно вот это стекло. Значит, поначалу оно у меня было такое прямоугольное. Вот если вставить его прямоугольное, вот, и, значит, ну вот, просто у меня здесь вырез. Я хочу пояснить, почему такой вырез у меня. Значит, здесь маленькое расстояние получается от стекла до нижней вот этой, ну, это уже прилетка, прилетная доска получается. Если в какой-то момент наступают оттепели среди зимы или ближе к весне, а я эту верандочку не успеваю убрать, пчелки теряются. И если здесь стекло, ну, очень долго кружат, чтобы найти свой литочек, чтобы себе попасть домой. Поэтому я на всех верандочках сделал вот такие вырезы стеклорезом. И теперь пчелкам проще туда залетать. Это в случае, если они облетываются, а меня по какой-то причине нет на пасеке, чтобы, ну, убрать эти верандочки. Вот. А так, в принципе, их можно не убирать до самой весны. Значит, синичка прилетает сюда, садится, смотрит, ей надо клюнуть в переднюю стенку улья. Она не может этого сделать. Клюнуть где-то сбоку, ну, у нее не такие, как бы, мозги, как у человека. Вот, поэтому она там не может клюнуть. Ей надо клюнуть возле литочка, чтобы пчелка оттуда выскочила. И она ее потом слопает, скушает. Вот. Такой возможности у нее нет. Она смотрит в это стекло и не может понять, куда же тут можно клюнуть. Вот. Но это я рассказываю теоретически. Если я смогу снять зимой это практически, как работает верандочка, я это сделаю. Ну, если нет, поверьте мне на слово. Ну и так, значит, крепление. Тут у многих будет, конечно, вопрос, как крепление делать. Ну, можно здесь такие сделать петельки. Вот. Из жести можно петельки такие сделать. А там вкрутить шурупы или гвоздики. Вот. И цеплять. Я сделал просто. Значит, у меня там вкручены шурупы. Такие. И на эти шурупы прямо, значит, верандочка
одевается. Чтобы она не слетела, вот здесь сверху я укрутил такие два шурупа, которые идут в зацеп с теми шурупами. Ну, вот таким вот образом, я думаю, понятно объяснил. Сейчас я покажу, как я эти верандочку одеваю. Вот таким вот образом. Вот. Но это надо делать очень аккуратно, не стучать, потому что пчелки зимуют, они уже в клубах. Ну, приходится как бы немножко потревожить, чтобы показать вам, рассказать. Еще такой нюанс, значит, защита от ветра. Тоже многие ставят приставные досточки какие-то. Ну, в принципе, все это может быть. Я организовал защиту от ветра следующим образом. Значит, нижний литок, там стоит защита от мышей. Тут есть два таких гвоздя, они забиты. Значит, и вот такая вот, это то же самое, как бы такая дощечка. Просверливаются два отверстия. И на зиму, когда уже начинаются снегопады, когда сильные ветра, вот я одеваю вот таким вот образом эти дощечки. Таким образом, с этой стороны воздух проходит, значит, вентиляция в улье есть, но такого ветра, чтобы он туда прямо в литок задувал, уже не будет. То есть ветер, попадая сюда, будет уходить. И если не будет такой дощечки, то зимой, когда сильные снегопады, вот здесь все закрывает снегом. Такие шапки снежные. Здесь в этом варианте весь снег будет сверху. Или просто падать на землю. И здесь с боков будет идти вентиляция. Ну, здесь я уже поставил верандочку. И сейчас эти верандочки и значит, наклонные вот эти досточки я разложу по всей пасеке. На этом все. Берегите природу, берегите синичек. Пользуйтесь различными приспособлениями, которые сохранят жизнь и синичек, и ваших пчелок. Буду рад, если мое приспособление, мой опыт будет полезен вам. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока!